Привет, друзья, с вами Лада. Если у вас пропало вдохновение, но вы очень хотите, чтобы оно вернулось, предлагаю вам вместе со мной сплести вот такую малышку. На такую корзиночку не надо готовить кучу трубочек, пойдут в дело и остатки, и она плетется очень легко и быстро. Для тех, кто недавно или впервые на моем канале, я расскажу немного о материале, из которого буду плести эту корзиночку. Это газетные или бумажные трубочки. Их я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги и специальным образом их обрабатываю, чтобы они не были ломкими, были гибкими при плетении. Эти процессы вы можете посмотреть в отдельных моих видео, ссылки я оставляю в описании под этим видео. Ну и приступаем к плетению. Перед началом работы я нарастила 2 трубочки между собой, согнула пополам, это наши будущие рабочие трубочки, которыми будем оплетать конструкцию. Далее я беру 4 трубочки, делю на 2 части и выкладываю их так, как на видео, крест-накрест. И начинаю рабочими трубочками оплетать всю эту конструкцию. Первый ряд я оплетаю по 2 трубочки, по 2 стойки, а уже на втором ряду я начинаю разъединять группы в 2 стойки по одной и оплетаю уже по одной трубочке. Здесь в этом видео я подробно не показываю, как наращивать газетные трубочки, так, чтобы было аккуратно с изнаночной стороны. Если эта тема вас интересует, то обязательно загляните в описании под этим видео, там я оставляю ссылку на видео по наращиванию трубочек. После того, как я проплела второй ряд, я плету третий ряд, и обратите внимание, что здесь я плету все это дело на весу, мне просто так удобно. Нет никаких правил, если вам удобно плести это на столе, то плетите на столе. После того, как я проплела 3 ряда, сейчас я начинаю плести стенки корзиночки, то есть дно у меня уже готово. А стенки корзиночки я плету следующим образом. Для начала я немного разминаю стойки, чтобы они были мягкие, податливые и плавно изгибались при плетении. И сейчас начинаю плести уже, получается, 4-й ряд, но он плавно будет переходить именно в стенки этой корзиночки. Плету этот ряд я немного поднимая стойки, буквально градусов на 15. Здесь я планирую корзиночку сделать в форме пузатика, поэтому сначала у нас идет дело все это на расширение, где-то пару рядов, а затем мы будем с вами постепенно все это дело сужать. Здесь плетите так, как вам удобно. Если вам удобно все это плести на весу, да ради бога. Перед этим я плела маленькую корзиночку и плела ее вообще на коленях, потому что я не включала камеру и штатив мне не мешал это делать. А здесь я уже плету на камеру, и поэтому все это делаю на столе, да, на фоне. И чтобы было вам еще и лучше это все видно, этот процесс, я, конечно же, как-то изловчаюсь с этим делом, но надеюсь, что вам это все видно. А так, если вы хотите плетите на коленях, хотите плетите на весу, вы можете вообще плести по какой-нибудь маленькой форме. Это все ваше дело. В этом кадре я плету следующий ряд по такому же принципу, то есть немного расширяя плетение, расширяя стойки, чтобы получилась пузатая форма. И, конечно, по ходу дела я наращиваю газетные трубочки, так как длины их не хватает, это обычное явление, их надо удлинять, их надо наращивать. И делаю я это обязательно за стойкой, чтобы наращивание не было видно с лицевой стороны. Вообще здесь у меня трубочки очень разношерстные, вы видите, разного оттенка, и, конечно, все-таки с изнаночной стороны места наращивания будут видны, особенно если мы наращиваем, например, темную трубочку на светлую. Этого не избежать, но тем не менее, главное, чтобы наращивание у вас было аккуратно, и таким образом с изнанки вот такие вот места не будут бросаться в глаза. Да и тем более корзиночка маленькая, все эти места скроются там внутри и ничего не будет видно, об этом можно не беспокоиться. При плетении следующих рядов я уже не расширяю стойки, а оплетаю их в том положении, в котором они оказались. То есть здесь стойки у меня находятся практически в вертикальном положении, и таким образом я оплетаю их 2 ряда. А затем я начинаю плести, постепенно сводя стойки к центру, то есть сужая плетение. И таким образом у меня получается форма пузатика. Вы можете плести столько рядов в корзиночке, сколько вам нужно и хочется, но имейте в виду, что чем больше рядов, тем выше корзиночка. И если у вас корзиночка небольшого диаметра, то слишком высокой ее делать, конечно, не стоит, это будет выглядеть не очень эстетично. После того, как меня устроила форма корзиночки и ее высота, я заканчиваю плетение, убираю рабочие трубочки так, как я это всегда делаю, то есть перед стойками. Сначала одну рабочую трубочку обрезаю, завожу внутрь перед стойкой, затем другую. Конечно, в этом небольшом видео всего не покажешь, но у меня есть другие более подробные видео на канале, так что заходите в гости, и вы найдете там точно много интересного.
Ну а сейчас я равняю по высоте все ряды, которые у меня получились, и делаю загибку. Загибка здесь будет простая. Сначала я каждую стойку завожу друг за дружку, а затем каждый конец стойки завожу внутрь перед следующей стойкой, так как на видео. Признаюсь вам честно, что эту корзиночку и еще одну маленькую корзиночку я сплела именно в те дни, когда от меня ушло напрочь вдохновение и желание что-либо творить. Это был не один единственный день, и не два, и даже не три, а целая неделя. И такое состояние меня даже начало немного напрягать, немного пугать. А что же будет дальше? И как только взгляд у меня упал на остатки трубочек, я поняла, что нужно хотя бы начать и, может быть, что-нибудь маленькое сплести. И вы знаете, в процессе плетения этой малышки я получила столько радости, столько вдохновения, что вновь появилась энергия и желание творить. И по прошествии этого опыта у меня случился инсайт, и я поняла, что не надо разбираться, откуда состояния эти приходят. Они просто приходят. В нашей жизни бывает и плохое, и хорошее, и черное, и белое, и дни с творчеством, и дни без творчества. Главное принимать все как есть, принимать то, что приходит в нашу жизнь, благодарить. И если у вас все-таки возникает хотя бы мысль и желание что-нибудь сотворить в эти дни, то я советую не думать о том, какие у вас есть ограничения, что вам мешает, а просто взять и попробовать сделать. Хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть, но, возможно, это вам вернет то вдохновение, которое было. Ну а теперь вернемся к нашей корзиночке. Загибка практически готова, только я кончики тут не прятала внутрь самого плетения, а прятала внутрь корзиночки. И сейчас я смотрю, все ли ровно у меня получилось по высоте рядов, и обрезаю лишние кончики внутри корзиночки. И сейчас я займусь ручкой корзиночки, она делается очень легко и просто. Для начала я расширяю ножницами те места у стоек корзиночки, в которые будут вставляться концы ручки. Беру две трубочки, кончики срезаю наискосок, чтобы удобнее их было вставлять внутрь. И сейчас я вставляю эти кончики внутрь, в одно из мест, которые мы расширяли, и начинаю перевивать эти две трубочки между собой. Как бы плету веревочку в две трубочки, но правда это все происходит без стоек. И как только мне становится достаточно длины этой ручки, я срезаю снова кончики наискосок и вставляю в другое место, которое мы расширяли, напротив. Ну, смотрите, чтобы было симметрично, конечно. Вот такая ручка получается. Внутрь я обязательно капаю клея ПВА, хотя, может быть, это и не обязательно, потому что, в принципе, корзиночка получается декоративная, мы в ней тяжести не будем таскать. Но мало ли что, если вы корзиночку отдаете деткам играть, то обязательно капните все-таки внутрь клея ПВА, а то они, мало ли, вытащит эту ручку с корешком, и очень легко. Вот чтобы этого не было, клей очень в этом поможет. Ну вот такая маленькая симпатичная корзиночка у нас получилась. Можно ее в завершение покрыть лаком, чтобы она не боялась влаги, воды и прочих механических повреждений, а можно оставить и так. Это все на ваше усмотрение. Очень буду рада, если вас это видео вдохновит, если вам это видео понравилось, обязательно пишите в комментариях ваше мнение, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Кстати, к вам вопрос. Обязательно напишите, а какие по размеру изделия вам больше нравится плести, большие или маленькие. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Мне, например, больше нравится плести маленькие изделия, я от них получаю колоссальное удовольствие, колоссальный заряд позитива и радости, а вот после больших изделий мне хочется долго отдыхать. Обязательно делитесь этим видео с друзьями в соцсетях, пусть наши ряды плетунов пополняются все больше и больше. Ну а я вам желаю легкого плетения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!